Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с вами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Кукушки – один из многочисленных видов птиц. Знакомые нам с детства птицы, которых наверняка каждый просил насчитать количество лет жизни. Однако кукушки очень разнообразны, и вопреки сложившемуся мнению, не все кукушки такие, какими мы их привыкли воспринимать. Сегодня мы поговорим о необычной птице, совершенно не похожей на своих сородичей, которых целых 140 видов. Встречайте калифорнийскую земляную кукушку, или калифорнийскую бегающую кукушку, или калифорнийскую кукушку-подорожник. Североамериканская птица из семейства кукушковых обитает в пустынях и полупустынях на юге и юго-западе США и на севере Мексики. Эта пташка настолько выбивающаяся из общего представления о кукушках, что даже поражаешься, насколько разнообразны могут быть птицы, являющиеся сородичами. Кукушка-подорожник – это абсолютно правдивое название этой необычной птицы, отражающее ее сущность и образ жизни. Свое название она получила за то, что раньше очень часто бегала по дорогам за проезжающими каретами и ловила всякую живность, потревоженную у дороги. Калифорнийская земляная кукушка обитает на территории Северной и Центральной Америки. Живет эта необычная птица в Мексике, а также в юго-восточных штатах США. Для своей кукушечной жизни земляная кукушка выбирает пустынные, засушливые, каменистые местности с редкой травяной растительностью, небольшими кустарниками, кактусами, либо небольшие леса карликовых дубов и опушки лесов. Отсутствие достаточного количества воды в таких местах не проблема для земляной кукушки. Ее организм прекрасно справляется с выведением солей. Как я уже сказала, земляная кукушка относится к длиннохвостым кукушкам. И это верно, поскольку хвост у нее очень длинный. Длина тела кукушки с хвостом доходит до 60 сантиметров, высота 25. Впечатляющие габариты для птички. В этой птахе есть даже что-то хищное и рептилоидное, как будто маленький динозаврик в перьях. Крылья короткие и слабые, поскольку в процессе эволюции земляная кукушка приспособилась бегать по земле, добывая пищу. Поэтому способность летать ей практически не нужна, зато очень хорошо развиты длинные крепкие ноги, имеющие по 4 пальца, оканчивающихся крепкими и острыми когтями. Благодаря таким ногам земляная кукушка очень проворна. Скорость ее бега достигает 42 км в час. Прекрасный показатель, хотя так быстро она разгоняется лишь на небольших дистанциях, а средняя скорость передвижения примерно 20 км в час. Этот своеобразный способ передвижения побуждает иногда мексиканцев на травлю, которая предпринимается, конечно, не столько ради мяса кукушки, сколько с целью высказать искусство ездока в погоне за столь быстрой птицей. Голова земляной кукушки оканчивается длинным и очень мощным крепким клювом, немного загнутым к низу. Это грозное оружие, способное размозжить голову даже довольно крупной добычи. Цвет оперения земляной кукушки позволяет хорошо маскироваться среди пустынных и полупустынных владений этой необычной птицы. Бурая окраска перьев разбавлена на спине пестрыми вкраплениями желтоватого или белого цвета. Нижняя часть тела окрашена в грязно-белый цвет. Позади глаз земляной кукушки есть области, лишенные оперения, с кожей синего цвета. Отличительной особенностью этой необычной птицы является довольно большой хохолок на голове, образованный длинными перьями. В обычном состоянии его не видно, а вот в случае, если птица встревожена, хохолок распушается и поднимается. Калифорнийская земляная кукушка развила необычный энергосберегающий способ проводить холодные ночи в пустыне. В это время суток ее температура тела падает, и она впадает в своего рода неподвижную спячку. На ее спине имеются непокрытые перьями темные участки кожи. Утром она распускает свои крылья и подставляет эти участки кожи солнцу, благодаря чему температура тела быстро возвращается
на нормальный уровень. Наша бегающая кукушка ведет обычно оседлый образ жизни. Это не перелетная птица. Большую часть времени она проводит на земле, бегая по окрестностям в поисках вкусняшек, и лишь на ночь устраивается на ветках низкорослых деревьев. Интересно в этой птахе то, что она практически всеядна и поедает все, что плохо лежит, включая молодых гремучих змей и скорпионов, а также других насекомых, порой весьма ядовитых. В общем, храбрости этой необычной птицы не занимать. Всевозможные насекомые и мягкотелые, в особенности улитки, составляют пищу кукушки и подорожника. Улиток она обыкновенно очищает от раковины на открытых местах, так что в лесах, населенных этих кукушками, часто находят остатки ее обеда. Благодаря своему искусству в прыгании, эта кукушка не упускает и крылатой добычи, и вообще в обжорстве и хищности, так же как и в ловкости при добывании добычи, ни малейшим образом не уступает другим членам своего семейства. Действительно, как уже сказано ранее, земляная кукушка готова пожирать все, что плохо бегает. Она очень прожорлива, и неважно, если добыча не может быть проглочена сразу вся. Земляная кукушка проглотит сколько сможет, а, например, хвост змеи будет болтаться из ее клюва в ожидании, пока освободится место в желудке у кукушки. Сама же обжора будет спокойно заниматься своими делами, а охотиться земляная кукушка днем, беспрестанно бегая по звериным тропам и зорко высматривая добычу. Заметив змею, земляная кукушка стремглав несется к ней и начинает свой необычный танец, напоминающий движение матадора в бою с быком. Она расправляет крылья и подпрыгивает, перемещаясь в стороны, не давая ядовитой змее прицелиться и укусить. Улучив момент, земляная кукушка хватает змею клювом и с размаху бьет ее, как кнутом, о землю или камни, разбивая жертве голову, а уже потом спокойно проглатывает змею целиком, ну или не целиком, нисколько не беспокоясь о яде. Но хватит о плохом, перейдем к более приятным моментам. Большинство кукушек, как мы с вами знаем, являются гнездовыми паразитами, подкладывающими яйца для высиживания птенцов в чужие гнезда. Земляная же кукушка – одна из немногих, кто не только самостоятельно высиживает свое потомство, но и ревностно охраняет его от хищников, которые ищут легкой возможности поживиться птенцами. Земляные кукушки – моногамные птицы, то есть они образуют постоянные пары и совместно высиживают птенцов. Мрачный сезон наступает с началом сезона дождей. Пернатый мужчинка, выбрав себе невесту, исполняет очень оригинальный брачный танец. Вы ведь знаете, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну а у калифорнийской бегающей кукушки все наоборот. В процессе ухаживания партнер приносит в клюве самки толстеньких змей или ящериц. А спаривание происходит только если партнершу удовлетворит добыча избранника. Как и у многих других птиц, вокальный диапазон калифорнийских кукушек широк от тихого воркования до резких громких трелей. Принеся самке еду, самец щебечет и крутит хвостом, а потом прыгает на нее, чтобы перейти непосредственно к спариванию. Так как калифорнийская бегающая кукушка может развивать скорость до 25 км в час, для самца не составит труда покинуть сцену сразу же после акта любви. Но чаще всего жених разделяет с женой все семейные обязанности. Пара совместно строит гнездо, самец приносит строительные материалы, а самка из веточек и сухой травы устраивает гнездо, в которое затем откладывает до 9 яиц. Высиживают потомство родители совместно в течение 20 дней, подменяя друг друга. В период высиживания земляные кукушки становятся особенно агрессивны, нападая без предупреждения на всякого, кто рискнет приблизиться к гнезду. Своих же малышей земляная кукушка выращивает в поистине спартанских условиях, отдавая предпочтение самым сильным деткам, а более слабых пожирает без пощады. Земляная кукушка – это необычная птица, пользующаяся уважением у местного населения за свои способности. Ей приписывают немало необыкновенных качеств. Это бесстрашная и сильная птица, не боящаяся даже сильных врагов. Местные жители употребляют мясо земляной кукушки в пищу, считая, что им передается ее невероятная устойчивость к различным
ядовитым ядом. Считается, что если вам перебежала дорогу земляная кукушка, то день будет успешным и благополучным. Так что везде есть свои черные котики. Кстати, это необычная птица изображена на гербе штата Нью-Мексико, США. Вот такая она, земляная кукушка. Птица, ломающая все стереотипы, совершенно не похожая на своих сородичей. Птица, обладающая настолько удивительными способностями, что остается только удивляться, насколько богата фантазия природы, наделившей своих обитателей такими разными умениями. А как вы думаете, зачем некоторые птицы эволюционно практически утратили способность к полету, предпочитая бег? Например, страус. Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!